оказался не на шутку креативным товарищем. И это в 19 лет. В общем, мажор был еще тот. Дитя зерна превосходит кровь винограда. Такой себе круговорот пива в различных конфигурациях. Вот, это же уровень. Это уровень. Привет, друзья! В Украине продолжается карантин, связанный с пандемией коронавируса, и многие из нас работают или пытаются работать удаленно, как, собственно, и я. Соответственно, настроение у каждого из нас не очень оптимистичное, и каким-то образом нужно себя подбадривать и подталкивать в сторону того же оптимизма. Ну, и что может быть лучше, чем отправить себя в очередное путешествие по вкусовым шедеврам современности в мире пивоварения. Как я уже не раз говорил, Бельгия в моем сердце занимает особенную роль. Именно она поселила во мне любовь к напитку под названием пиво и до сих пор остается одним из фаворитов моих вкусовых предпочтений. Особенно я люблю дегустировать что-то особенное, нетривиальное. И как мне кажется, сегодня у меня как раз такой вариант. Это сорт от пивоварни Get Anker под названием Gouden Carolus Cuvée von de Kaiser Whisky Infused. Пивоварня из городка Мехелен с богатой историей, и пивоваренные традиции здесь занимают не последнюю роль. Get Anker является одной из старейших пивоварен Бельгии. Ее основание датируется 1471 годом. Пивоварня семейная, а ее владельцами с 1872 года является семья фон Бриедом. В 1990 году пивоварня перешла к пятому поколению династии, и сегодняшним ее владельцем является Чарльз Леклифф. Именно тогда была произведена модернизация пивоварни, на ее территории был открыт отель, реставрирован бар, организованы экскурсии на пивоварню. Один из брендов пива, выпускаемых пивоварней, а именно Gouden Carolus, в переводе «Золотой король», назван в честь реальной исторической личности, небезызвестного императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга, который родился и вырос на территории нынешней Бельгии. Это была Фландрия, и при рождении будущий император получил имя Чарльз. Свои многочисленные титулы он унаследовал от своих родственников, начиная с младенчества. К примеру, в 6 лет он стал лордом Нидерландов в качестве герцога Бургундского, в 16 стал королем Испании, а в 19 лет эрцгерцогом Австрии. Имя Карл V он принял в 1519 году в качестве основного титула, став императором Священной Римской империи, скромно называя себя новым Карлом Великим. И это в 19 лет. В общем, мажор был еще тот. Так вот, этот самый Карл V очень любил пиво из городка Мехелен. И даже наладил его поставки для своего двора, так как считал, что данное пиво лучше вина. Говоря, что дословно, его фраза звучала так: «Дитя зерна превосходит кровь винограда». Кстати, пиво от пивоварни Get Anker не первый раз на моих дегустациях, и я еще в 2016 году рассказывал в своем видео номер 66 о истории пивоварни. Там, кстати, и дегустация их сорта Gouden Carolus Triple, о котором я еще буду упоминать в сегодняшней истории. А о их же рождественском сорте Gouden Carolus Christmas я совсем недавно рассказывал в дегустации номер 224. Так что не упустите возможности обновить в памяти. Вернемся к истории создания сегодняшнего сорта. Чарльз Леклифф практически вырос на пивоварне, но также бывал и на семейной ферме 17 века с винокурней, которая называется Моленберг в Брасфельде, где жил его дядя. И это всего-то в 8 километрах от пивоваренного завода Get Anker. После того, как Чарльз модернизировал пивоварню в 1990 году, у него созрел еще один смелый план – построить виски-курню. В ноябре 2009 года впервые в Бельгии, в Брасфельде, были установлены традиционные шотландские медные кубы, а в 2010 году открыта виски-курня Де Моленберг. А односолодовый виски Gouden Carolus был впервые выпущен на ней в 2013 году. И именно он нам интересен. Почему? Сейчас расскажу.
Чарльз Лейклифф оказался не на шутку креативным товарищем и продолжал экспериментировать. В 2015 году в качестве первого сорта из экспериментальной серии Gauden Carolus Indulgens, которая задумывалась для ежегодного выпуска уникальных сортов с различными добавками, был выпущен специальный сорт пива Gauden Carolus Whisky Infused, обогащенный, как говорят его создатели, настойкой виски Gauden Carolus Single Malt, солодовое сусло для которого, в свою очередь, подарено пивом Gauden Carolus Triple и является основой для этого самого виски, который еще и созревает в классических бурбоновых бочках. Такой себе круговорот пива в различных конфигурациях. И уже в 2016 году на World Beer Awards сорт получил награду в категории Spirit Flavored Beer. И это пиво настолько стало пользоваться популярностью и спросом, что впоследствии было решено дать ему постоянное место в линейке пива пивоварни под названием Gauden Carolus Cuvée von de Kaiser Infused Whisky. И качество сорта ежегодно подтверждается на различных конкурсах, насобирав уже довольно приличную коллекцию наград. Вот такая история. Кстати, эту бутылочку я получил в подарок от пивовара и собственника пивоварни Малле Бир, бельгийца Вернера фон Ломеля, во время моего посещения пивоварни в Обухове. И этот факт придает еще большей кошерности сегодняшней дегустации. Вернер один из, это основатель данной пивоварни, данного заведения. Он сам бельгиец, вот он сейчас нам принес эксклюзив. Это выдержано в бочке из-под виски, да, я так понимаю? Нет, там виски добавить и добавление виски. Это квадрюпель, 11,7% алкоголя, куча медалей. Вот такие эксклюзивы сегодня. Но вы не расстраивайтесь. Сорт с успехом экспортируется в Украину, и его можно приобрести в такой же бутылочке 0,75, но с чуть другим дизайном этикетки по цене эквивалентной около 10 евро, при том, что на самой пивоварне он стоит порядка 8 евро. Вернемся к нашему пиву. Начальная плотность сусла у него 24%, содержание алкоголя 11,7%, хмелевая горечь 15 единиц IBU. Рекомендуемая температура подачи 10-12 градусов Цельсия. Я намеренно буду сегодня его дегустировать чуть большей температурой, то есть я его вообще не охлаждал. Вот он как в комнатной температуре у меня стоит уже там на протяжении, наверное, 4 месяцев. Так вот в той температуре я его и буду пробовать. В составе у него вода, ячменный солод, сахар, пшеничный солод, дрожжи и хмель. Кстати, технология добавления виски в пиво какая-то уже очень хитрая, и в результате в составе ингредиентов его не указывают. Хотя в описании сорта на бутылке, да и в названии сорта указано Whisky Infused. Кроме того, пивоварня Get Anchor всегда подчеркивает, что использует при производстве своего пива исключительно бельгийские ингредиенты. У меня бутылочка 0,75 с корковой пробкой, но данный сорт также выпускается и в емкости 0,33. Мюзли, кто не знает, именно так называется эта проволочка, увенчана металлической основой с логотипом пивоварни, 2 скрещенными якорями. Вот берешь эту бутылку и сразу же понимаешь, что у тебя в руках что-то особенное, необыденное. Даже этикетка не наклеена, а прямо краской нанесена на бутылку. Очень по-богатому. На фронтальной стороне изображение короля Карла V на лошади с 2 звездами по обеим сторонам. Ниже название сорта Gauden Carolus Cuvée von de Kaiser и позиционирование его как Dark Ale. Авторитетный ресурс Rate Beer позиционирует его в стиле Belgian Ale Strong Dark. По BGCP 2015 это категория 26D Belgian Dark Strong Ale. Ну а в народе это просто квадрюпель. И я вам скажу, судя по отзывам, это очень достойный экземпляр. Ведь на том же Rate Beer он имеет целых 99 общих баллов и 97 стиля. И входит в мировой рейтинг топ-50 в своем стиле, занимая там почетное 26 место. И это очень разогревает мои предвкушения. По диагонали через изображение золотом проходит надпись Whisky Infused. В левом верхнем углу содержание алкоголя и емкость бутылки. Левее изображение наград, о которых я вам говорил.
Сзади на контрстороне бутылки описание сорта на нескольких языках, изображение самого процесса, в результате которого получился данный напиток, значки запрета употребления беременным женщинам, водителям и рекомендуемая температура подачи. Также знак принадлежности к бельгийским семейным пивоварням. Конечный срок реализации, в моем случае это 31 декабря 2024 года. И так как пивоварня устанавливает минимальный срок годности своего пива 5 лет, то можно сделать вывод, что мой экземпляр был выпущен в конце 2019 года. Тут же указаны емкость бутылки, содержание алкоголя, штрих-код, логотип и адрес пивоварни, а также состав. Кроме того, в нескольких местах указано, что пиво произведено в Бельгии. Также есть бумажная этикетка на горлышке с золотой надписью на черном фоне «Whisky Infused». Подводя итоги по внешнему виду, очень все круто. Стильно, богато и информативно. Давайте уже пробовать. Бутылочка у нас с корковой пробкой, поэтому вскрывать будем без применения открывалки, естественно. Надеюсь, оно у нас не выстрелит. Но это же уровень. Это уровень. И я думаю, что все у нас будет так, как положено. Вот. Такой небольшой дымок пошел. Это нормально. Так. Попытаюсь вам поближе показать, как это прекрасно наливается в бокал. Какая замечательная высокая пенная шапка. Пиво темно-коричневого цвета с янтарным отливом, прозрачное, с высокой устойчивой пенной шапкой, кремово-бежевого цвета, разнородной структуры, очень устойчивой. Замечательно сорт выглядит в бокале. Вы можете это наблюдать. Супер, просто супер. Отлично. Карбонизация тоже спокойная. То есть такое статусное пиво. Очень замечательно выглядит на первый взгляд. Давайте пробовать. Аромат. Это истинный бельгиец с явными дрожжевыми тонами, которые проявляются сухофруктами, пряностями, изюмом, цукатами и даже мармеладом, нотами ванили и банана, персика и абрикоса, чернослива и инжира, карамели. Прямо ассоциации с правильным пасхальным кексом, с легкими вискарными нюансами и характерными древесными бочковыми тонинами. Очень сложно составной, но при этом прекрасно сбалансированный, великолепный, на мой взгляд, аромат. Давайте пробовать. Вкус очень комплексный, насыщенный и сложный уже на старте. Сухофрукты из аромата органично вошли во вкус. На фоне мощной солодовой карамельной базы разместились сухофруктовые ассоциации чернослива, инжира, персика и изюма. Здесь же проявляются некие сладкие шоколадные ноты уже. Ореховые нюансы с дрожжевыми пряными тонами ванили, аниса, кориандра и белого перца. Древесные и вискарные ноты добавляют благородной терпкости. Хмелевая горечь очень незначительная, еле-еле заметная. Присутствие алкоголя красивое, согревающее, не чужое, призванное подчеркнуть серьезность напитка. Здесь 11,7% алкоголя, но он мастерски лег на правильную основу. Тело высокоплотное, округлое, десертное. Послевкусие продолжительное, с мягким алкогольным присутствием виски, чернослива, ванили, карамели и бочки. Это шедевр и новый фаворит. Браво!
Резюмирую. Комплексное, сложное и серьезное с одной стороны, и мягкое и десертное с другой. Это особенное пиво. Пиво для особенных случаев. Супер сбалансированное, насыщенное, с тонкими древесными и вискарными ассоциациями. Здесь баланс силы и насыщенности. И именно сила способствует полноте вкуса. Потрясающий квад. Повторюсь, шедевр, новый фаворит и мои восхищения. А на сегодня у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, если вам интересны такие рассказы. Оставляйте комментарии, делайте перепосты. В общем, давайте обратную связь. Мне это очень важно и мотивирует на новые обзоры. В общем, будет интересно. Пока-пока, друзья.